мы с Чупиком собираемся идти встречать Олю, заодно прогуляться и забрать еще одну посылку из почкомата. Очень скучает, когда хотя бы кого-то из нас дома нет. Мы должны быть все втроем дома, да? Я вообще не люблю ходить по магазинам, чтобы выбирать одежду. А я люблю просто сесть на диван и листать. Я заказала там шубу. Качество иногда там хромает. Сладышка. Была акция. Ой, это наши любимые вафельки. Вы не представляете, там прослойка карамельку. Это любовь, ребята. Это, конечно, не хамон, но очень хорошая. Хамон копченый. Ой, вообще. Я расскажу про эти часы. Там нет никаких таких суперфункций. Считать шаги, мне это кажется неправильно. Для меня как бы нет минусов. У нас тут вечер. Мы с Чупиком собираемся идти встречать Олю, заодно прогуляться и забрать еще одну посылку из почкомата. Возможно, зайдем в магазин. Посмотрим, что из этого покажем. Может, частично, может, все. Красавчик готов. Чупи, ты готов идти встречать Олю? Соскучился, да? Соскучился, да, песик? Ой, соскучился. Так скулил, бедняжка. Очень скучает, когда хотя бы кого-то из нас дома нет. Мы должны быть все втроем дома, да? Да. Чупи. Поторапливает меня уже, все, готов сам идти. Все, я иду, Чупи. Чупи. Чупи, ты куда? Ты куда, Чупи? Чупи. Привет. Что там? Ты что так отвлекся? Привет, ты что? Ты меня видишь? Мы пришли забирать мою посылку. Наш почкомат, да. Любимый. Почему я говорю мою посылку? Потому что для меня. Вообще, я настолько полюбила в Польше онлайн-шопинг, потому что в Беларуси его как бы полное отсутствие. И тут я поняла, что я вообще не люблю ходить по магазинам, чтобы выбирать одежду. А я люблю просто сесть на диван и листать. Там курьер, либо да. вот умный почкомат, который откроется, даже не касаясь. Угу. Так что давай, отвуж. Где? Мы уже пришли. О, супер. Далеко. И потом покажу, что я там заказала. Кстати, в магазине Reserved. Ченшко. Все, мы пришли домой, все втроем еле дотащили Чупи. Массакра. Он вообще, вот вы не представляете, он видит какую-нибудь собаку, лезет к нему, давай играться, бегать. Собака ему говорит, да не хочу я бегать, я уже старая кляча. А он, не-не-не, посмотри, как я хожу на двух лапах. И вот это вот пошло-поехало. Короче, мы намучились. Потому что вечером все выгуливают собак, а Чупи это прям не может перетерпеть, что к нему никто не подходит и с ним не бегает. В общем-то, я сейчас собираюсь открыть вот эту посылку от Reserved. Я заказала там шубу. Эко-шубу, не настоящую. Ну, такую, знаете, называется Тедди. Я так называю Тедди. И вроде все так называют Тедди. Ну, это чуть другой формат. Ну да, немножко другой формат, но у меня очень большие надежды. И значит, если там будет... Мы с Сашей договорились. Если там будет хоть один вопросик, минусик, то, скорее всего, я его верну. Потому что Reserved не самый мой любимый магазин. Хотя я всего не так много чего покупала там, но качество иногда там хромает. Короче, не буду разговаривать много, а давайте открывать и мерить. Сейчас кину Чупи. О, нет. Только это не есть. Нет. Чё? Он не будет Он это слушаться. Ну, не съест, а будет грызть. Так, ладно. Неудобно. Надо спуститься вниз. Ой,
Как красиво. Блин, на фотке лучше было. Так, Что-то не то, по-моему. что-то как-то... Массакра, ребят. Это вообще не то, видимо. Чупи. Это не для себя. Чупи. Чупи. Вредина. Так, что тут? Хотя... Не знаю. Сейчас, подождите. Я другое представлял. Я тоже. Я мало фоток смотрел, Ну, наверное. я видела фотки, но я... Это какая-то недошуба, нет? Не знаю. Странно. Это бобка, нет? Странно. Не, наверное, не буду. Я, наверное, ее не буду ставить. Я вообще она по-другому, мне кажется, Ну. выглядела в магазине. Да и она На фотке. карманы так неудобно, ну, плохо сделаны. Она выглядела более какой-то... Не, резерв я заказываю, больше что ничего не будет. Слишком ворс такой. Ты странный. посмотри, это какой-то бабкина шуба. Я не хотела бабкину шубу. Ой, я вспомнил, у меня в детстве Мгм. подогнали мне вот цыган Шубейка. какую-то куртку вот с таким ворсом, я ее не носил. Массакра. Ну, это цыгане впарили бабушке. Это резерв цыганик парень. Не, ну я хотела... Не, я такая... Ну, ты не то хотела, Ну, это совсем Посмотрите, какая другое. большая, блин. Посмотрите сбоку. Фигня. Не, ну что ты, я не хочу такое. Ты ж, фу. Дизлайк. Я вообще, наверное, не хочу никаких тедиков, мэдиков. Отпусти. Тедик тут брыкается уже. Тедик приказ. Даже я уже перехотела, я так ждала. Не, ну это не то, конечно. Да я не хочу так позориться ходить. Что это за бред? Чупи, думаешь, я ухожу? Все, отмена. Чупи, думаешь, я ухожу? Ну, отмена уже. Вообще, резерв не самый мой любимый магазин. Прям, да. Прямо разочарование. Я уже второй раз вот заказываю верхнюю одежду. Мгм. И разочарование. Во-первых, это не так стильно, как бы я хотела. На Мне фотках оно еще нормально выглядит, а в жизни что-то вообще слабенько. Это эска. Стоит в злотых рублях, в злотых 239, ну, 240. А, нет, больше. Нет? Больше? О, обманули. Но я скидку Чупи! выбил. Чупи. Пусть возвращают деньги на базу. Да. Короче, я это возвращаю обратно. Короче, неудачные. Посмотрим, посмотрим, как можно, либо в салон отнести, либо в Вообще почкомат. отвратительно. Все, я не хочу больше никаких шуб. Я вот надела... О, не, все. Не хочу даже говорить об этом. Ужасно. Ну, Что там у тебя, Сашка? Моя любимая рубрика. Что там у тебя? уже расстройство. Уже расстройство из-за этого тедика. Ну, это вообще это не тедик. Это вообще ужас. Блин, я приложу фотографию, как выглядела Да. красиво на фотке. Нет, я думал даже фотографию настоящего Тедди, который ты хотела. Ну да, и ту, и Давно, и которую а я в в итоге резерв видела. Это, Ну, это вообще даже не близко. ну. Ладно, все, короче. Мы купили сладышек. Была акция Была акция. и желание. Огромная. Ой, это наши любимые вафельки. Вы не представляете, там прослойка карамельку. Это так вкусно с чаем. Дальше? Или Щас. еще слюни попускаю? Да, это так вкусно с чаем. Это так вкусно без чая. Само по себе. Дальше. Дальше мы любители салатов. Особенно когда хороший, Да. но на скидке уже. Вот Ему еще 2 дня. обожаю, когда Мы его делают съедим, скидку. очень. Мы уже его сегодня съедим. Всегда смотрите в Лидле скидки. И в основном, ну, никогда мы еще не попадали на плохой продукт. На Да, скидку. вот в Ашане попадали. В Ашане прям ужасно. Мы в Ашане покупали сыр, творожок. И он был плохой, мы выкинули его. Давай Да, дальше. что-то было. Манго. К сожалению, Манго уже зелёный. пришли мы поздно. Блин. И не последний. А его надо, наверное, в темноту какую-то, чтобы он не сладкий. Дальше. Хумус мы Хумус. всегда едим, но очень-очень редко бывают большие пачки его.
Они вообще Этот уже вкусный, к сожалению, не было помидоровый. но... Мой любимый хумус помидоровый, но и это тоже шикарно. 300 грамм. Как Саша сказал, ну слишком редко мы попадаем на хороший хумус. Хороший в плане количества. Вот это. Это любовь, ребята. Это, конечно, не хамон, но очень хорошее. Вкусное, Хамон копченое. вкусный. Ой, вообще. Мы его постоянно покупаем, когда он есть 250 грамм. Нет? Да, 250 грамм вот этой вкусной шинки. Это любовь. Что там еще у тебя? И... вот еще. Это индейка. О, индейка. Кусочки филе порезанные. Это вообще, это мы обожаем. Это очень вкусно. И плюс, видите, на скидке. Ну, на один Да, раз. мы просто заморозим, и он будет лежать. Что И еще? плюс мясо с ноги курицы. О, супер. А с этого мы делаем вкусный тайский суп. Да, карри, паста. Да. Ну, там морковка, грибы, иногда креветки, плюс курица. Плюс мы еще добавляем туда такую лапшу. Да, нашу... Но самое главное это карри-паста. От Да. нее зависит все. И кокосовое молоко. Это тоже Это очень важно. точно. Ну. Ну вот и все, ребят. Такие у нас покупки. Будем мы есть вафли, мяско и И салатик. искать что-то новое. Но вместо этого Зимнюю. тедика. Не, ну мы же заказали куртку вторую. Нет. Не заказали? Но закажем. Ну, наверное, да. Ой, ладно, короче. Наверное, без этого Тедди вообще уже не хочу. Я что-то Ну, как-то так, посмотрела на себя. Я и шуба вот эти. Это выглядит, наверное, да. Думаю, что мы никогда не показывали такой рецепт вяленое мясо в духовке. Там буквально там 5-6, в зависимости от духовки, часов. Делается вяленое мясо, куриная грудка. Ее можно так вот завялить в духовке. Как я уже говорила, 5 часов. И получается просто невероятно вкусные вяленые такие вот палочки. Но это не джерки, потому что джерки, они все-таки более засушенные. А это такие вяленые, так вкусно, просто невероятно. Мы уже делали много-много раз, но в основном мы делали это все в Минске даже. То есть в Польше мы делаем это первый раз. Сейчас вам покажу. Выглядит это вот так. Ну, если кого-то заинтересует, мы покажем когда-нибудь подробнее рецепт. И я расскажу про градусы, про духовку. А пока думаю, что это может никому не интересно. Так просто я покажу примерно, как это выглядит. И потом, если не забудем, если мы не съедим, потому что это съедается вообще очень быстро. Если не забудем и не съедим, я вам покажу окончательный вариант. И расскажу, вкусно это было или не очень. А вы пока готовьтесь, наши хорошенькие, вкусненькие. Ребята, спасибо, что были с нами, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь. О, кстати, расскажу про эти часы. Смотрите, как они загорелись вовремя. Помните, когда-то я их уже покупала? Пару месяцев, 3. Да, наверное, да. Месяца 3 назад мы их покупали, сказали, они пришли, и вот я их ношу и хочу сказать свой отзыв. Они нужны, они так выглядят очень круто, но они, наверное, нужны только тому, то есть там нет никаких таких суперфункций. Считать шаги, мне это кажется неправильно. Да, но у него есть суперфункция, которая мне нравится. Приходят сообщения все вот сюда, уведомления. То есть я могу только прочитать, я не могу там ответить. Знаете, есть такие типа часы, где можно там позвонить, расплатиться ими. Ну, это вообще... Это вот то же самое, как у меня был Mi там 2-3. Только чуть-чуть... Mi Band. Да, Mi Band. Только вот этот вот чуть-чуть получше экраном, а все остальные функции точно такие же. Ну, там и батарею он держит меньше, чем... неделю. Ну. Короче, ну, то есть для моей функции классно, потому что мне нравится, когда он считает, сколько я прошла там километров и шагов. И я в восторге от функции, что приходит сюда уведомление. Все остальное... Хотя что еще нужно от там часов? тренировки, пульс, ну, это, ну, как бы, для тех, кто бегает, или там просто, там плавание есть. Будильник, да. Ну, то есть для спортсменов, ну, конечно, для нормальных спортсменов таких часов будет недостаточно, я думаю. Нужны какие-то там GPS, еще с плюшками более продвинутыми. А вот такой, ну, начальный уровень. Можно и побегать с ними, и поплавать, и просто... Да, они водонепроницаемые.
Вот еще есть минус, что экран царапается, он же поцарапался. Хотя ее так аккуратненько вроде. Ну там где-то рука заденется или еще что-то. Но, знаете, для меня как бы нет минусов. Ну, единственное, может, чтобы я хотела, чтобы еще отвечать на уведомления с телефона. Вот мне... и фотки, чтобы открывались. Вот это было бы классно. Но это вот единственный минус. Но все остальное, вот именно для такого обывателя часов, как я, мне кажется, подошло бы такому человеку, как я. Вот ему подошло. А если человек хочет что-то покруче, вот как ты перечислял, и чтобы фотографии открывались, то надо дороже что искать. Ну, как бы, цена качества, да? Ну, они дешевые и добротные. Ну, это все. Спасибо, что выслушали нас. Все, я уже так еле говорю, потому что я после работы, ребят. Ты представляешь, после работы? И чё ты после работы? Обходил там все. Работа же. Все. Чао-чао.